Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Long Swim. Тем, кто смотрит это видео первый раз, пожалуйста, устраивайтесь поудобнее, нажимайте колокольчик, обязательно подписывайтесь на наш канал. Тема сегодняшнего видео – что мешает реализовывать планы, как на это отвечает колесо жизненного баланса. Об этом мы сегодня поговорим. По традиции, пожалуйста, пересылайте это видео всем своим друзьям и знакомым. Сегодня они посмотрят это видео, завтра они расскажут, что полезного и интересного было в сегодняшнем выпуске. Для тех, кто о колесе жизненного баланса слышит первый раз, я в двух словах постараюсь объяснить, что такое колесо жизненного баланса. Колесо жизненного баланса представляет собой круг, который разделен на 8 сфер. Эти 8 сфер отражают всю нашу полноценную, счастливую, насыщенную жизнь. И в колесе жизненного баланса очень важно по каждым сферам строить свои планы, которые нужны лично вам. И очень важно в колесе жизненного баланса придерживаться своих состояний. В колесе жизненного баланса Long Swim есть 3 состояния. Они характеризуются цифрами от 0 до 10, где 10 – это самое лучшее состояние. Лучше ничего не бывает. 0 – это состояние, хуже ничего не бывает. И между этими состояниями расположено наше промежуточное состояние. Состояние с цифрами 0,4 мы по традиции называем нестабильным состоянием. В этом состоянии очень много эмоций и очень мало действий. Нестабильное состояние, как правило, присутствует у большинства людей вашего окружения, а состояние 4-8, оно присуще тем людям, которые предпочитают больше действовать, а меньше переживать. В состоянии 4-8 у нас всегда больше положительных эмоций. Мы от эмоций быстро переходим к своим делам, к достижению своих целей. В состоянии 4-8 цели строятся исходя из своих долгосрочных ожиданий, краткосрочных ожиданий. Есть определенное место и рутинным делам, но люди в состоянии 4-8 прекрасно осознают, что, сделав что-то в направлении своей цели, от этого мы получим гораздо больший эффект, чем от переживания, почему нам это нравится или не нравится. И плавно переходим к состоянию 8-10. В состоянии 8-10 мы переполнены энергией, и отличительной особенностью состояния 8-10 является то, что мы о своей истории успеха просто хотим рассказать своему ближайшему кругу близких друзей и знакомых, а также дальнему кругу друзей и знакомых, ожидая, что этот пример кого-то в жизни вдохновит. И вот состояние 8-10 – это больше мотивация для окружающих, потому что все, во что вы верили, все планы, которые вы ставили перед собой, они осуществляются с большей вероятностью. Вот этим замечательным свойством обладают люди в состоянии 8-10. Давайте рассмотрим тему сегодняшнего выпуска, что мешает реализовывать планы сквозь призму колеса жизненного баланса. И по традиции мы начнем со сферы яркость жизни. В яркости жизни, если у нас не получается реализовывать планы, то мы идем по следующей методике. Мы понимаем, что в яркости жизни самая главная цель – баланс между работать и отдыхать. И если мы поставили первый раз свои планы, и у нас они не получаются, не стоит слишком сильно расстраиваться. Мы приобретаем необходимый жизненный опыт, и этот необходимый жизненный опыт, он говорит нам о том, что не все в нашей жизни бывает с первой попытки. В направлении некоторых целей нужно сделать 1, 2 и более попыток. В яркости жизни мы полностью получаем ощущение насыщенности жизни, и яркость жизни дает нам в целом удовлетворение от того пути, который мы выбрали, и в яркости жизни мы получаем подтверждение тем целям, которые мы поставили в различных сферах, в 8 сферах своего колеса жизненного баланса. И здесь же мы можем сопоставить, как наши цели в нашем колесе жизненного баланса совпадают с целями вашего любимого человека, любимой мужчины, любимой женщины, которая отражена в сфере отношения и семья. Что мешает реализовывать планы? На первом этапе это не точная формулировка цели.
завышенные ожидания от того, что вы на это можете потратить меньше сил, меньше энергии. И со временем, примерно через год практики колеса жизненного баланса, вы будете уже более точно ставить временные рамки для того, чтобы ваши мечты и цели реализовались, и для того, чтобы в необходимое время, в нужный момент привлекать единомышленников к осуществлению вашей целей или пробовать мобилизовывать другие ресурсы, которые есть в вашем распоряжении. Переходим к следующей сфере. Это духовный рост и творчество. Что мешает нам реализовать планы в сфере духовного роста и творчества? Сфера духовного роста и творчества отвечает за наши жизненные ценности. На основе этих жизненных ценностей, озвученных, мы, как правило, выбираем состав своего ближнего и дальнего окружения. Это вот сфера друзья и окружение. Если у нас что-то не получается в сфере духовного роста и творчества, это значит, что мы еще не определились с нашими ценностями, которые вот вам понравились, которые вам нравятся своим качеством формулировки, и также вы можете поставить в сфере духовного роста и творчества какие-то свои цели, касающиеся вашего хобби, что первоочередно и легко выполнимо, то есть все цели в отношении хобби, они, как правило, легко исполнимы. Вы обеспечиваете себя временем прежде всего, и обеспечиваете необходимые финансовые ресурсы для того, чтобы ваше хобби было регулярным, и вы просто наслаждались тем, чем вам нравится заниматься. В сфере духовного роста самое главное — найти баланс между вашим физическим здоровьем и душевным здоровьем. Для этого вам нужно проработать свои цели, свои жизненные принципы. Если вам не хватает знаний и не хватает навыков, тогда мы обращаемся к сфере личностный рост и изучаем различные духовные практики, изучаем опыт других людей, как они ставили жизненные планы, как искали выход из ситуации, когда вопросов больше, чем ответов. И сфера духовный рост и творчество — это ваш внутренний душевный покой. Как правило, через полгода обучения и погружения в эту сферу вы уже можете четко определиться, что вам более-менее нравится, но не очень, может быть, нравится на первоначальном этапе, и что вы категорически не приемлете. То, что вы категорически не приемлете, вам эти жизненные принципы нужно озвучить своим окружающим, чтобы окружающие понимали, что наличие вот таких вот жизненных принципов, которые для вас являются или раздражителем, или вы их не приемлете, будете говорить, сколько времени вы будете общаться с вашим ближайшим окружением. Переходим к следующей сфере. Это сфера карьера и бизнес. В сфере карьеры и бизнес нам мешает реализовывать планы два момента. Это внутренние факторы наши. То есть мы еще не понимаем, насколько нам необходимо быть реализованным в этой профессии. И желание иметь собственный бизнес, который требует создания условий, накопления необходимого опыта. И вот эти вот два противоречия, с одной стороны, они помогают нам двигаться к собственному бизнесу, но с другой стороны, должно быть внутреннее критическое осмысление того, что если вы от работы получаете больше денег, и эта работа дает вам стабильный доход, то вам нужно подождать именно того случая, того момента, когда для вашего бизнеса сложатся благоприятные условия. Переходим к следующей сфере. Это сфера деньги, что мешает реализовывать планы. В сфере денег мешает реализовывать планы только ваша внутренняя установка, отказ от того, что нужно приумножать то, что вы заработали, то, что есть в вашем наличии. Вот отказ именно от принятия этого принципа, что в сфере деньги и в сфере отношений основной принцип – это сохранить и приумножить. Вот самое сложное – это приумножить, потому что, чтобы приумножать, нужно делать сначала маленькие шаги, попытаться нащупать такие моменты, которые позволяют вам приумножать накопленные деньги. То есть функция накопления денег ждет того момента, когда вам
подвернется или хороший случай, или вы будете готовы уже к реализации собственного бизнеса, или вам все-таки лучше получить опыт в реализации других проектов, в том числе инвестиционных. Таким образом, вы меньше рискуете своими собственными деньгами и получаете ту уверенность, именно ориентирования в сфере рисков. Здесь вот кроме личного практического опыта уже ничего не поможет. Следующая сфера – личностный рост. Здесь редко бывает, что вы построили планы, и они не реализуются. В сфере обучения акцент на обучение нужно больше ориентировать на первое полугодие. Вот если вы в первом полугодии начинаете все свое обучение, то во втором полугодии вы уже полученные знания старайтесь притворить в жизнь. И вот здесь вот самый главный принцип, чтобы ваши планы сбывались, а вы не оказались в той ситуации, когда вы вот что-то запланировали, а не получается, то в сфере обучения здесь самое главное приоритет на принцип, как можно раньше зайти в обучение, потому что обучение, которое идет во втором полугодии, оно больше связано с исполнением своих планов из других сфер, а в первом полугодии, как правило, мы долго раскачиваемся, очень медленно рисуем свои планы, очень медленно приходим к его реализации. Это видео войдет в плейлист март, и март месяц – это последний месяц первого квартала. Он характеризуется тем, что планы-то мы нарисовали, планы мы озвучили, ресурсы подготовили, но что-то идет медленно, что-то идет не с тем темпом, на который мы рассчитывали. Не хватает какого-то внутреннего вдохновения, не хватает какого-то внутреннего рывка. И вот этот внутренний рывок всегда можно найти в сфере личностного обучения. Переходим к следующей сфере – здоровье и спорт. Что мешает нам в сфере здоровья и спорта реализовывать свои планы? Здесь у нас, как всегда, есть недостаток квалифицированных тренеров, которые заинтересованы в том, чтобы вы профессионально в спорте росли, потому что в спорте очень важна ориентация на результат. То есть вы можете 3 года ходить в спортзал, но если вы в один из счастливых моментов, когда у вас будет инсайт, что, оказывается, заниматься спортом можно, если ставить планы, то это гораздо более эффективные занятия, более интересные занятия. Вы начинаете понимать, что вы мобилизуетесь ради того результата, и получив этот результат, ну, допустим, в плавании, в беге, или вы, например, захотели сесть на шпагат, и получив вот этот результат, вы понимаете, что все усилия были потрачены не зря. Вы тот человек, который умеет ставить планы и также успешно умеет эти планы реализовывать. Это дает вам второе вдохновение. И здесь рекомендация в сфере здоровья и спорт: не стесняться постоянно искать хорошего тренера для того, чтобы понять, какие усилия у вас уже подошли к результату, то есть это участие в соревнованиях. Соревнования дают вам понимание, что вы можете наравне с другими участниками в открытой, честной борьбе продемонстрировать тот результат, на который вы рассчитывали. Если результат замечательный, то есть прогрессирует, это значит, вы на верном пути. В сфере здоровья и спорта, так же, как и в сфере духовного роста, нужно ориентироваться на свой баланс между физическим здоровьем и душевным вашим состоянием, то состояние покоя, умиротворенности, желание что-то делать, желание мечтать, достигать. Это очень важные стимулы. И хорошая физическая подготовка у нас вам дает возможность быть мотивированным в достижении более серьезных результатов, в достижении и постановке амбициозных целей. Сначала мы ставим свои амбициозные цели, потом их успешно добиваемся. Итак, сфера друзья и окружение. Что нам мешает реализовывать планы? Это единственная сфера друзья и окружение, в которых наши планы очень сильно зависят от окружающих. Для того, чтобы окружающие помогали реализовывать вам ваши планы, вам нужна хорошая, точная формулировка, чего-то вы хотите достичь. Вам не нужно стесняться просить помощи у своих друзей, окружения, у своих единомышленников, потому что помощь о просьбе – это не
признание в своей беспомощности. Это просто реальное понимание того, что цели, которые вы достигаете вдвоем, их делать легче. Сейчас вам помогают единомышленники, потом вы единомышленникам будете помогать. И таким образом, не потратив много сил, а объединяя свой жизненный опыт, жизненным опытом своих коллег, жизненным опытом своих единомышленников, вы реально совершаете меньше ошибок, и когда совершаете меньше ошибок, это меньше у вас повода для разочарования, это больше возможностей вместо 5-7 задач в год уже ставить смело 10-15 планов, понимаю, что 10-12 вы достигнете уже там легко, непринужденно, а 3 задачи в год будет требовать от вас освоения каких-то новых навыков, новых каких-то горизонтов познания. Все это тяжело, безусловно, не все это сопряжено с какими-то положительными эмоциями, но это дает вам возможность насладиться от полученного опыта, и этот полученный опыт в следующем году даст вам замечательный результат. Плавно подошли к сфере отношения и семья. В сфере отношения и семья что мешает реализовывать планы? Это ваше нежелание говорить искренне друг другу о планах, выбирать совместные планы и выделять необходимое время для того, чтобы эти планы делать вдвоем. Начну, наверное, с последнего. После того, как вы договорились о том, что некоторые вещи вы будете делать вдвоем, возникает надежда, но за надеждой нужно все-таки придерживаться плана, то есть рассчитывать, что, допустим, реализация этой долгосрочной цели, ну, допустим, совместный отдых, требует времени выделенного. Это требует того, что ради поставленной задачи немножко придется отказаться от общения с ближайшим кругом друзей, родственников, родителей, потому что задаче нужно уделить время. Следующий момент, если у кого-то что-то не получается, вам необходимо проявить инициативу и высказать поддержку, мотивацию человеку о том, что цель остается яркая, цель не теряет как бы своей ценности, вы просто пробуете реализовывать что-то совместное, делать первый раз, второй раз, третий раз. И именно в совместном исполнении каких-то планов есть и огромная ценность, когда у вас больше совместных действий. Ну, есть, конечно, и положительные, и отрицательные эмоциональные переживания, но мы живем с любимым человеком, с любимой женщиной, с любимым мужчиной, потому что понимаем, что вдвоем легче, вдвоем интереснее, и мы можем этому человеку, своему любимому, поделиться какими-то сокровенными переживаниями, которыми мы можем делиться со своими друзьями и окружением. Итак, краткие итоги видео. Если у вас в жизни что-то не получается, вам необходимо каждую сферу рассмотреть отдельности, посмотреть, что из 5 планов 2-3 плана не дают того результата, который вы имеете. В этом нет ничего страшного. Где состояние 0,4 – это большая норма. Для состояния 4-8 вам нужно просто пересмотреть свой план, посмотреть, насколько вы приблизились к цели. Если это необходимо и нет никаких последствий, можете поменять сроки реализации своих целей. А для состояния 8-10, наоборот, все замечательно. Вам нужно больше ставить своих планов, потому что в состоянии 8-10 вы каким-то вот счастливым образом умудряетесь эти планы делать легко и уверенно, при этом не тратя свои собственные силы. Тем, кто смотрел это видео, всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. У вас все получится, я в вас верю.